Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущие события, что происходит на рынках, а также какие движения ожидать от нефти, доллара, золота, евро, рубля и других активов. Так, ну давайте начнем с новостей. На повестке дня идут переговоры по поводу встречи Байдена и Путина. В качестве места встречи предлагают Вену, но я думаю, насчет Вены американцы не согласятся, они, наверное, захотят что-нибудь нейтральное. Например, Швецию, возможно, даже Исландию и Рейкьявик, для пущей символичности. Поступают предложения пересмотреть бюджетные правила, чтобы не просто собирать деньги, когда нефть дороже $40 за баррель, а ввести дополнительные индикаторы, которые связывают то, что происходит в мировой экономике и в российской экономике. Но здесь хотел бы заметить свою субъективную точку зрения, что если индикаторы, которые будут полагаться на состояние российской экономики, то все деньги, которые свыше $40 на баррель, за баррель, их, получается, надо так или иначе тратить или как-то вливать. И опять же, здесь станет вопрос в эффективности этих вливаний. Так, далее российские новости. Убыток российских авиаперевозчиков в 2020 году 125 миллиардов рублей. Как бы у всех перевозчиков дела обстоят не айс. И на самом деле в текущем году, я думаю, в любом случае ситуация будет лучше. Но опять же будут возникать форс-мажоры, как то, что мы сейчас наблюдаем с Турцией. Так, переходя к западной повестке, китайский хедж-фонд прыгнул на 258% после того, как отказался от принципов Рэй Далио. Но смотрите, на самом деле каждый конкретный случай надо рассматривать индивидуально. В каких-то случаях принципы Рэй Далио очень эффективны, но действительно в современных текущих реальностях, когда рулит очень быстрые изменения, скачки волатильности, наверное, целесообразно использовать, по крайней мере, на начальном этапе накопления капитала иную стратегию, более рискованную. Так, друзья, давайте перейдем к календарю событий, что сегодня у нас ожидается. Сегодня объем промышленного производства по еврозоне, но эти данные, они не столь критичны. А критично выступление Лагард, которое будет в 17:00, и наверняка она пообещает очередную программу восстановления экономики Евросоюза. Но и на текущий момент у нас будет привязка к движению по евро на 17:00, когда будет выступление главы ЕЦБ. Далее в 17:30, поскольку время перевели запасы сырой нефти в Соединенных Штатах. Но чаще всего какой сценарий? Нефть растет, на данных она проседает. Сейчас мы детально по графику нефти посмотрим, какое здесь будет наиболее вероятное движение. И в 7 часов нас порадует выступлением Пауэлл. Здесь я даже затрудняюсь давать прогнозы, к чему это приведет. Вообще немножко надо бы скорректироваться, потому что такой рост, он уже чересчур. Так, друзья, далее то, что касается графиков движений, которые происходят на рынке. Китайский индекс, дневной таймфрейм. Но здесь у нас, судя по всему, вчера произошел отбой. И на текущий момент, до конца недели, он, я думаю, наиболее вероятно попытается восстановить позиции и сходить хотя бы на 5050, возможно 5100. Соответственно, если пойдет движение в противофазе и будет пробитие 4900, это уже будет не очень хороший сценарий, потому что это будет говорить о том, что, скорее всего, китайский фондовый рынок уйдет в диапазон 4600-4700, что было бы несколько неприятно. Так, далее DAX, немецкий фондовый индекс, он забрался на хаи, хорошо себя чувствует. Посмотрим сегодня, какая у него будет реакция на выступление Лагард. Далее NASDAQ, дневной таймфрейм. Ранее обращал внимание, что, скорее всего, он пойдет сначала тестировать в район 14 тысяч, потом, возможно, перепишет хай. Но сейчас таким образом это движение и развивается. Единственное, сегодня бы ему немножко откатиться бы, хотя бы в район 13 750. Но если не будет негативного открытия по хай-теку американскому, то весьма вероятно сегодня будет попытка не скорректироваться, а даже для начала сходить куда-нибудь в район 14 150, возможно, даже обновить вот этот хай. Так, друзья, далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Разворот здесь не состоялся, и, соответственно, мы сделали первую цель движения 91,7. Далее, сегодня посмотрим, как будут развиваться здесь дела. Если пойдет дальнейшее движение с целью пробития 91,5,
Это был бы очень хороший знак для евро и для риск он. Сегодня вечером много выступлений банкиров, и Лагард, и Пауэлл. Вот, и поэтому здесь прям напрашивается сценарий, это движение на 91,4 сегодня в течение дня, и потом возможно какой-то коррекционный отскок назад на 91,85. Опять же, здесь что важно, если будет пробой 91,29, то в этой ситуации может быть очень резкое движение до конца этой недели на 90,59. Вот сюда вот. Так, друзья, далее биткоин. Биткоин рефляционно улетает в космос. Но здесь как бы все основания для такого движения есть. Потому что деньги идут, ищут, как их спасать от инфляции. И, соответственно, криптовалюта на текущий момент это то, что кажется многим фондам и людям панацеей. Так, далее S&P 500, SFD на фьючерс. Ну вот он сегодня пытается немножко с легонца развернуться. Ну и сегодня как бы обстоятельства складываются таким образом, что действительно вполне возможно вечером будет сильное движение на фоне выступлений Лагард и Пауэлла. Вот. Но здесь на самом деле с учетом того, как идут деньги, говорить о том, что произойдет коррекционный откат, я думаю, вряд ли. Вот, может быть, какое-то движение сейчас будет на 4100-4115, вот сюда, вот в этот диапазон. Вот, ну, пока идет сезон отчетности, здесь, наверное, особых волн пессимизма не будет. И вот где-то в текущих значениях выше 4050-4100, я думаю, он до конца этой недели пробудет. Что здесь принципиально важно? Расти он может сколько угодно, но если будет коррекционный откат, и возникнет пробитие 4050-4025, то здесь, скорее всего, движение вниз ускорится и сходит он на 3900. Так, друзья, далее VIX, индекс страха, ужаса, волатильности. Что мы видим? Мы видим, что он завис, и вот это донышко он так и не пробивает. То есть фактически он сейчас находится в консолидации 16,5, 18,2, 18. Вот, и пока нет уверенного пробития нижнего значения, он, я так думаю, в этой консолидации еще какое-то время, но до конца этой недели весьма вероятно пробудет. Критично здесь пробитие диапазона 18-18,2. Если такое происходит, он очень быстро может улететь в район 22. Так, друзья, евро-доллар, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот у нас сейчас предстоит штурм 1,1991, знаковое значение. Если оно будет пробито, то следующая точка остановки будет в районе 1,2090. Вот здесь вот. Вот. Если здесь пробитие сходу не возникает, то весьма вероятно то, что начнется отсюда коррекционный откат, и цель этого отката будет 1,1926. Пока больше факторов свидетельствует в пользу пробития данного значения и движения по направлению, ну, сначала 20-20 и потом район 20-90, вот сюда вот. Так, ну и 4-часовик, здесь все прекрасно, евро растет, все цветет, все отлично. Вопрос только, что будет вечером. Потому что вечером как-то наложились и Лагард, и Пауэлл. Так, друзья, далее нефть. По нефти ключевое движение, подошли к уровню 64,9, 65. Вот здесь либо будет пробитие этого уровня, ну или какое-то время проторговка, консолидация. Если пробивает сразу на объеме или здесь начинает консолидироваться, то следующая цель движения будет 66,25. Вот. Соответственно, если эта цель будет взята, то полетит оно и повыше, и будет повторно штурмовать 70. Вот. Но на сегодня у нас задача это 65, 64,9. Оно либо будет взято и здесь начнется проторговка, либо здесь произойдет отбой, и вечером на нефтяных данных пойдет откат, цель его движения будет в районе 63-63,2. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм. Золото ходит в боковике, но уже идет поджатие к 1752-1754. Вот как только возникает пробой этого уровня, возможно, будет очень резкое быстрое движение с целью захода на 1766. Вопрос, будет ли это сегодня или это будет в пятницу. Переходя на часовик, вот у нас движение, цель которого 1750. Здесь немножко цель пониже находится, не 1752. Вот, и поэтому на часовике здесь задача
состоит в том, чтобы пробить вот это значение. Если оно будет пробито, то сразу будет быстрое движение в район 1756. Критерий того, что это движение не разовьется, не будет тестирования вот этого значения, это сейчас развитие коррекционного отката и пробитие 1741-1740. Если таковое происходит, то золото могут свалить, и цель коррекционного отката по золоту будет в районе 1727. Так, далее серебро. Здесь картина, она схожа с золотом, но по серебру я бы даже сказал, динамика может быть порезвее. У серебра сейчас 25.67. Здесь будет тестирование вот этой двойной вершинки, пимпочки. Если мы ее пробиваем, то есть идет рост объема или же возникает консолидация, то сегодня-завтра у нас по серебру цель движения будет в районе 26,5. Если мы ее не пробиваем, здесь возникает отбой и движение возвратное на 25,4, то в этой ситуации по серебру пойдет движение вниз, цель движения будет 24,87. И оно будет какое-то время консолидироваться в этом диапазоне 25.65, 24.66. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну вот смотрите, в этот раз мы уровень 77.35 не прошли. Консолидировались, пытались закрепиться, но его оттуда сбили. Вот, соответственно, вот у этого движения в идеале сейчас цель дойти на 73.6. У меня нет уверенности, что сейчас эта цель будет выполнена. Здесь более логичен отбой от 75.25 и потом возвратное движение в рамках вот этой консолидации 75.3, 77.35 в рамках вот этого консолидационного диапазона, широкого достаточно. Так, переходя от недельки к дневному таймфрейму, здесь мы получаем, что с одной стороны цели выполнены, мы сходили на 75-75. С другой стороны, здесь для полноты картины необходимо потестить вот эту нижнюю границу 75,3. Вот. Далее вопрос здесь будет решаться, пробьет, не пробьет это значение. Если пробьет, то следующая остановка, она уже будет в районе 73,5-73,6. Вот. Пока, несмотря на телефонные разговоры, обещания, я не вижу особого оптимизма для такого движения. Посмотрим, вот сегодня, завтра будет, не будет пробития этого значения. Я думаю, пока что не будет. Для того, чтобы оно произошло, надо, чтобы окончательно урегулировали геополитические риски, ну и чтобы нефть хотя бы на 60-68 сходила. Тогда действительно здесь будет пробой и вообще без вариантов движения на 73,5. Переходя к часовому таймфрейму, здесь у нас разворотная формация, и сейчас весьма вероятно будет попытка сделать коррекционный отскок. Цель этого отскока 76,2. В том случае, если сейчас пойдет движение вниз на укрепление рубля и будет пробито 75,45, вот это значение, то весьма вероятно мы до обеда, ну или до выступления Лагард, например, можем вполне сходить по тестить 75,3 и даже сходить на 75. Так, друзья, далее евро-рубль, Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, по евро-рублю мы вот это значение потестили, ключевое 90,35. Либо оно будет пробито, и тогда в этой ситуации развивается импульс движения, цель которого 89,8. Или же в текущей формации здесь, вероятно, отсюда отбой и движение на сегодня на 90,9. Вот сюда вот. Если ориентироваться на часовой таймфрейм, то здесь у нас разворотная формация и цель движения на 90,9. Вот сюда вот. Соответственно, если идет контрдвижение и пробой вот этого значения 90,35, то в этой ситуации весьма вероятно движение на 89,7. Вот. Пока здесь, с моей точки зрения, должен все-таки произойти отскок. Но нету сейчас таких условий для того, чтобы продолжение укрепления рубля произошло. Надо либо, чтобы нефть, хотя бы на 67 сходила, 65 как минимум, либо чтобы о великом перемирии объявили. Так, друзья, далее фьючерс РТС, дневной таймфрейм. Вот сейчас мы подошли к уровню, где будет решаться, пробьет, не пробьет, 146, 147, вот этот диапазон. Если этот диапазон не пробиваем, то здесь начинается вялая торговля, то весьма вероятно возникает коррекционный откат в район 144-143 500.
Если здесь все-таки возникает пробой, то отсюда цель движения в идеале находится в районе 149. Так, друзья, далее Сбербанк, беру 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, по Сберу у нас цель движения 289, вот сюда вот. А сейчас он весьма вероятно до нее дойдет. И здесь, если он закрепляется, начинает торговаться, либо пробивает, то следующая цель движения находится в районе 294. А судя по часовому графику, вполне вероятно, что сейчас вот это движение, оставшееся на 291-292, оно произойдет. Ну и, соответственно, вот эта вся конструкция на отскок, она ломается, если возникает движение вниз и пробой давно знакомого уровня 281,5. Так, друзья, далее Газпром, 4-часовой таймфрейм. По Газпрому сейчас идет, ну, одну фазу движения, можно сказать, сделали, 227-228. Сейчас цель движения потестить и пробить 231,5. И вот здесь уже решится вопрос. Если будет пробитие, то есть рост объема при подходе к этому значению, то он улетает на 235. Переходя на часовой таймфрейм, сейчас немножко Газпром захандрил, он пытается коррекционно откатиться. Что здесь важно? Важно здесь 227. 227, 226,5. Если этот диапазон пробиваем, то скорее всего вот этот коррекционный откат по Газпрому пойдет в район 224, вот сюда вот. Если не пробиваем, то пойдет он расти и дальше, и дальше. Так, друзья, далее Норильский никель. У Норильского никеля задача закрепиться выше 25 тысяч, 25 100. Если он в результате консолидации не повредит, вот это значение не пробьет, то сегодня-завтра у него цель движения будет 26 и потом 27 150, вот сюда вот. Так, друзья, далее вот по ВТБ вопрос. Ну, смотрите, ВТБ все нормально. Цель движения 4,8 копейки вот сюда вот. Это недельный таймфрейм. Вот. Критерий того, что это движение не разовьется, это коррекционный откат и пробитие значения 4,5 копейки. А дневной таймфрейм, если здесь 4,5 копейки пробиваем, то весьма вероятно уйдет он консолидироваться в районе 4,39. Так, друзья, ну, в общем-то, все, основные активы, основные бумаги. Спасибо за внимание. Если что, пишите вопросы. Удачных торгов!